Пам-пам-парарам, пам-пам-парарам, там-там-тарарам. Нет, нет, в обратную сторону. Алан, я понимаю, что вы хороший режиссер, но в танцах вам явно что-то мешает. Слава богу, Леся. Ну что, друзья, вы уже бутербродики и корочкой намазали? Колбаску на оливье уже нарезали? Хотя я предпочитаю говядинку. Вы знаете, сейчас колбаска такая некачественная пошла. На антибиотиках все. Лесь. Финальный выпуск юбилейного сезона проведут Алан Бадоев и Леся Никитюк. Доброе утро, с вами Орел и Решка. И мы прилетели в самый предновогодний, самый сказочный, обалденный город Нью-Йорк. Ой, с какой любовью говорит этот человек об этом городе. Да неудивительно, вы же здесь были уже с вашей этой золотой карточкой. И я своим привычкам не намерен изменять. Итак, Орел. Решка. Ну, с наступающими праздниками меня. Ага. Опа! Да, знаете, я чувствую так. Я люблю Нью-Йорк, а Нью-Йорк любит меня. Да, Леся, да. подарочек. Любит, любит. Аривидерчи. Учтите, Алан, он полюбит вас ненадолго, а всего на 2 дня. А я так хотела привезти новогодних подарков с Нью-Йорка. А сейчас попробую себя увезти из этого города дорогущего. А что я на этих 100 баксов здесь куплю? Хоть бы покушать что-нибудь за эти 2 дня. В финале юбилейного сезона мы решили вернуться в город, с которого все начиналось. В Нью-Йорк. Новогодний, праздничный, волшебный, сияющий. Наверное, ни в одном городе мира так не чувствуется новогоднее настроение, как в Нью-Йорке. Сегодня мы подарим его вам. А вот и знаменитые желтые нью-йоркские такси. Посмотрели? Пошли на поезд. В моем распоряжении всего ничего $100 и 2 дня, чтобы посмотреть на предновогодний Нью-Йорк. Итак, если нужно добраться до центра, а в кармане нету лишних полсотни баксов, то бегом на специальный поезд Air Train. На AirTrain приезжаете на станцию Джамайка, здесь покупаете вот такую вот карточку за $7.75 и дальше в город на метро. В Нью-Йорк! Эти 2 дня меня будет возить самый престижный автомобиль в Нью-Йорке. Лимузин эксклюзивной марки Excalibur. Стоит это удовольствие всего лишь каких-то $300 в час. AM New York, AM New York. This is a Manhattan-bound E. О нью-йоркском метро «Орел и Решка» подробно рассказывала в своем первом выпуске. Но с того времени тут появилось кое-что новенькое.
Такими танцами тут подрабатывают бедные хип-хоперы. А вот городские власти объявили против них кампанию. Даже повесили в вагонах специальные объявления. Вот. Вагоны не место для шоу. Первым делом я отправился посмотреть на Нью-Йорк с высоты. Но не просто, а по-новогоднему. Ну ничего себе, друзья! Сам Санта будет показывать мне Нью-Йорк с высоты птичьего полета. Окей. Прошло 5 лет с тех пор, когда я летал над Нью-Йорком. Правда, это было на вертолете. С тех пор мне это очень часто снилось. И вот сейчас вместе с Санта я повторю свой сон. Ну а теперь летим к Манхэттену. Посмотрим на него с высоты. Вот это да! Представляете, я рядом с небоскребами. Кажется, что можно потрогать их рукой. Манхэттен, сердце Нью-Йорка, самый знаменитый деловой район в мире. Здесь тесно от гигантских зданий, каждая из которых населением с небольшой город. Да это даже не здания, а настоящие рукотворные горы. Интересно, как там Леся? Ей, наверное, сложновато ходить по такому большому городу пешком. Ну, не повезло девушке. Добираться до центра Нью-Йорка на подземке – это самый лучший вариант. Едешь себе, ничего не подозреваешь, и тут… Вау! Когда впервые попадаешь в Нью-Йорк, кажется, что ты здесь уже был. Тут все удивительно знакомо. И улицы, и желтые такси, и пожарные лестницы на стенах домов, и звуки полицейских сирен, которые эхом отражаются от стен небоскребов. А все потому, что мы все это уже 100 раз видели в фильмах. Вот тут, на углу, офис охотников за привидениями. Вот здесь, в здании-утюге, работал Питер Паркер из «Человека-паука». В этом отеле жил Кевин в «Один дома 2». А здесь находится штаб-квартира людей в черном. Департамент мостов и туннелей. На пересечении 60-й и 225-й улиц есть уникальное заведение, где подают самый дорогой десерт в мире. В состав самого дорогого десерта в мире входят сливочное мороженое, покрытое листом сусального золота, мадагаскарская ваниль,
миндаль в жемчужной глазури, цукаты из инжира, позолоченная орхидея, шоколад из Индонезии и сладкая фруктовая икра. Едят его, конечно же, ложечкой с золотым напылением 999-й пробы. Вы меня, конечно, простите, но не каждый день удается отведать мороженое за $1000 в США. Я начну с икры. Ну, скажем, немножко не то, что я ожидал. Похоже на щучью икру, которую спрыснули чем-то сладеньким. Мороженое. Ой, мороженое. Потрясающе вкусное. И я думаю, что золото здесь ни при чем. Как ни при чем и этот золотой цветочек, и эта икра. Это просто вкусное мороженое, которое, наверное, стоит максимум $20. Остановиться невозможно. Вот эта вся фигня, непонятно, зачем здесь присобачено. Отличное мороженое, зачем его портить? На вопрос, стоит ли тратить $1000 на данный десерт или нет, отвечу прямо и конкретно. Нет. В новогодние праздники в Нью-Йорке принято ходить на бродвейские мюзиклы. Я бы и сама сходила. Да самый дешевый билет стоит аж $59, плюс налог. А еще надо потратить деньги на жилье. Хотя есть у меня тут один рискованный план. Подходит. Ну что, кто хочет к дедушке на коленки? Нью-Йорк знаменит своими небоскребами. И для того, чтобы наилучшим образом их разглядеть, я выбираю Empire State Building. Самый величественный небоскреб Нью-Йорка. Когда наш человек смотрит на Empire State Building, у него происходит разрыв шаблона. Его первые этажи выглядят как старое здание какого-нибудь советского ДК или НИИ. Но когда поднимаешь голову, то видишь дом размером с гору. Вы только представьте, какой шок вызвал этот гигант 84 года назад. В те времена высотками считались дома в 10-15 этажей, а этот выгнали сразу в 102. Полвека этот рекорд не мог переплюнуть ни один небоскреб в мире. Это стоят обычные люди за билетом стоимостью $35. А вот там можно купить билет за $75 VIP, который позволяет пройти без очереди. Догадайтесь, что я купил? Как по мне, лучше потратиться на VIP-билет и сэкономить 2 часа в очереди. Вот бывает, приезжаешь в город, объездишь его вдоль и поперек, а он абсолютно безликий. Глазу зацепиться не за что. Так вот, с Нью-Йорком все наоборот.
От него глаз невозможно оторвать. Можно бесконечно всматриваться в его фактурные кварталы, любоваться каскадной крышей Chrysler Building, считать этажи самого высокого жилого небоскреба в мире и подсматривать за его жителями. Интересно, люди знают, что к ним в окна заглядывают? Представляете, квартира на 94-м этаже стоит по 95 миллионов. Да, мы в Орле и Решка много смотровых площадок повидали, но это однозначно номер один. Лидер. Эмоции захватывают. Есть на что посмотреть. Есть чему удивиться. Красота. А тем временем я пришла на главную площадь Нью-Йорка – Таймс-сквер. Это прямо концентрат Америки. Толпы людей, небоскребы стеной, куча рекламы. Все мигает, светится, говорит и показывает. Голова идет кругом. А еще Таймс-сквер – это суперзлачное место, где можно легко заработать. Все эти Микки Маусы, миньоны, снеговики, принцессы и всякие мохнатые непонятно кто – обычные разводилы, которые сбивают с туристов деньги за фото. Кстати, есть и те, кто обходится без костюма, а на улице всего +5. И вот на этом месте за пару часов позора я рассчитываю насобирать $62 на бродвейский мюзикл. Мне ж только на Бродвей сходить. One photo, $1, one photo, $5, 5 photo. Hello, hello. I suppose you have a permit, do you? Yes. That's it? No. Но все оказалось не так-то просто. Выяснилось, что по законам штата Нью-Йорк никто не имеет права выпрашивать деньги у прохожих. Вот если они сами дают, окей. А клянчить, как я, здесь запрещено. Так, идемте отсюда, тут милиция. Ticket for Broadway, please, 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 please. Oh, аллигатор. Hello, hello, my friend. I need the ticket to the Broadway. I don't have any. $1 and photo with me. No, thank you. No, okay. With me, photo with me. Товарищи китайцы, корейцы или кто вы там? $1, one photo, $5, 5 photo. Давайте. Красивый. Ура, есть первый $1! Thank you, 5. Hey, miss! Oh, yeah. Hello. Hello. How are you? Hello. Сфотографироваться с Леди Санта. Это из «Орел и Решка», правильно? Нет, вы что? Такого не может быть. Боже, как хорошо, что меня люди узнают. Конечно, узнаем. One photo, $1. Боже, как холодно в этом Нью-Йорке. Фото, you need a фото. Осталось $20. Давайте сфотографируемся, женщина. Что же вам жалко? Новый год в окно уже стучится. В Новый год мужчина все может приключиться. Thank you. Happy New Year! Merry Christmas! Пятерочка! Happy New... Oh, my friend! Yeah, no problem. Yay! Thank you! Oh, thank you, lady! Так, милиция, надо спрятать деньги. Надо спрятать деньги. Это моя точка. This is my radius. Это мой. Oh my! Oh, yes. Woo! Happy New Year! Thank you very much. Thank you. Я же говорила, моя точка. И никаких стриптизеров здесь не будет. Но $1 остался.
Саша, ты не хочешь со мной сфотографироваться? Давай $1. Все! Я насобирала на билет на Бродвей! Я иду туда! Thank you very much, my friend! Happy New Year! I go to the Broadway show! Thank you, New York! Друзья мои, за 3 часа я заработала столько, сколько нужно. Но это еще не все. Есть еще один маленький секретик. Друзья, будете покупать что-то в Нью-Йорке, никогда не выбрасывайте чеки. Это же Америка. Тут же можно все вернуть. Под Новый год в Нью-Йорке покупают и сдают обратно миллионы подарков. Hello, can I return my costume? Этим здесь никого не удивишь. Yes, I can. I have receipt. Ага. Thank you. Америка – страна возврата. Та-дам! Вернув $20, я купила самый дешевый билет на бродвейский мюзикл. И это Чикаго! Бродвей! Наверное, самая разрекламированная улица Нью-Йорка. Магазины, рестораны, витрины. Но мировую славу Бродвею принесли театры и мюзиклы. Театры тут стоят буквально стенка к стенке. Именно здесь рождаются и обретают мировую славу самые дорогие и самые громкие мюзиклы. «Призрак оперы», «Аладдин», «Король лев», «Отверженные», «Чикаго» и еще много-много других. Тут играют звезды мировой величины. Вот мюзикл с Брюсом Уиллисом. А в этом играет Аль Пачино. И именно в этом раю я проведу свой вечер. Ой, я аж волнуюсь. Я через несколько минут попаду на самый знаменитый мюзикл Чикаго. Друзья мои, не зря мерзла, не зря. На заработанные деньги я смогла купить только билеты на галерке. Но это не важно. Программа начнется через несколько минут. Я так рада, я так рада. Я на мюзикле Чикаго. Лесечка, Чикаго можно посмотреть абсолютно в любой день в году. А в праздники нужно идти на самый новогодний мюзикл всей Америки. В Radio City Music Hall. Рождественскому спектаклю в нью-йоркском мюзик-холле уже 82 года. За это время он стал доброй семейной традицией. Вряд ли найдется нью-йоркец, которого в детстве не сводили на это новогоднее представление. Ребята, вы посмотрите, что творится. Теперь вы понимаете, что обозначает эта елка для нью-йоркцев? Это как для нас салат оливье или посмотреть «Иронию судьбы» или «С легким паром». Настоящее детство. Пойду и я им пропитаюсь. Рождественское шоу дает легендарный нью-йоркский коллектив «Рокетс». Главная фишка «Рокетс» – идеально синхронный канкан. Его секрет в том, что все девушки почти одного роста. Это создает иллюзию того, что на сцене танцуют клоны одного человека.
По моему личному мнению, мюзикл – это как раз такой жанр, который больше всего подходит рядовому американцу. Все просто и понятно. На сцене костюмы и перья. Красивые девочки поют и машут голыми ногами. Да, с попкорном покатит. Но я, если честно, ожидала больше. Супер! Я что-то вздремнула. Как мне нравится этот Бродвей. Я в восторге. Все блестит, сияет. Знаете что? Я буду сегодня жить здесь. Да, на Бродвее. Я даже уже себе хостел нашла. Представляете, как это круто жить на Бродвее. Театры, мюзиклы везде. Справа от тебя Чикаго, слева от тебя призрак оперы. Ты ж постоянно селебрити вот так вот бегают. Можно даже кого-то встретить, какую-нибудь звезду Голливуда. Так, это 48-е пересечение, мне нужна 125-я. Ничего, пройдусь. Подождите, да где-то здесь, где-то здесь. Это только 54-я. Ну ладно, еще пройдусь. Что-то я иду, все иду. Уже и театры закончились, и мюзиклы. И селебрити тут точно не встретишь. Вокруг одни бомжи, полицейские участки и аптеки. Это только 62-й номер. Что это за улица, этот Бродвей? Все тянется и тянется. Кто ж знал, что Бродвей – это самая длинная улица Нью-Йорка? Она тянется аж на 50 километров. То есть, если поселиться на Бродвее, это не обязательно, что из твоего окна будет слышно, как поют призрака в опере. Скорее всего, это будет где-то у черта на рогах. О! Excuse me, sir. Hi. The street number 125, is it far from here? Subway is in Lexington Avenue. Okay. Take the green line in 10 minutes. Окей, thank you. Так, все, я на метро. Ну его в баню. Конечно, я мог бы себе позволить жить где угодно. Мог бы в Карлтон тысяч так за 5, мог бы в Хаят поселиться тысяч за 10, но в этот раз я поселюсь в Ист-Виллидж. Это такой очень респектабельный район, где живет в основном богема. Ну, а чем я не богема? В Ист-Виллидж я арендовал себе апартаменты со всякими арт-штуками, которые так любит богем. Здесь размещена афиша кисти самого Пикассо. На стене висит сумка Джона Леннона и ассамбляж Дэмиана Хёрста. А окна выходят на бар, в котором выступал сам Дэвид Боуи. Вы вообще понимаете, что это за район? Джон Леннон. Пикассо, на минуточку. И для тех, кто разбирается, Дэмиан Хёрст. Да, ночевать в обществе таких фамилий дорогого стоит. Да неспроста. Одна ночь в праздничные времена здесь стоит $5000. Вот за что я люблю свою золотую карту.
Это сколько ж того Бродвея в этом Нью-Йорке? 190. Это улица длиною в жизнь. Так, 108. Так, по-моему, это здесь. Да! Слава Богу! Hello. Конечно, $45 за койку – это очень дорого. Это половина моего бюджета. Но на самом деле для Нью-Йорка $45 – это вот так вот. Ах, да, пару слов о хостеле. Маленькие комнаты с двухэтажной кроватью, чистые душевые, кухня. А, собственно, бюджетному туристу больше ничего и не надо. А знаете, что у меня щечки такие румяные? А потому что батарея шпарит так на потолке, что хоть бы не свариться за ночь. Градусов 80. Здравствуйте. Алан, очень приятно. Спасибо. Давайте. Утром я решил съездить посмотреть на статую Свободы. Все едут на статую Свободы вот на этом пароме. Других вариантов туда попасть нет. Хоть ты миллиардер, хоть чернорабочий, едешь все равно за $18. В это американцами заложен большой смысл. Мол, у них общество равных возможностей, и поэтому главному символу страны, символу свободы, не может быть дорогого транспорта. Все равны. Поэтому, чтобы хоть как-то подчеркнуть свой статус, я нанял гида за $120. Статуя Свободы. Самый главный, самый узнаваемый, самый распиаренный символ США. Когда мы говорим «Америка», то сразу представляем статую Свободы. И наоборот. Но оказавшись рядом с ней, понимаешь, что в фильмах ее красота немного преувеличена. В кино она всегда бывает белого цвета, а на самом деле зеленая. В кино кажется, что она огромная, а на самом деле просто большой памятник. Злые языки говорят, что лицо статуи Свободы скульптор срисовал со своей матери, а тело с любовницы. Вот такая вот свобода. Здесь, в Нью-Йорке, полно всякой дешевой еды. Но я захотела попробовать культовый фастфуд, который называется бейглы. Ого, сколько народу. Ай. Бейгл – это такой толстый бублик. Его пекут из заварного теста, потом разрезают пополам вдоль и намазывают всякими начинками. Рыба красная, и чикен, курица, и вишня, малина. Разные-разные начинки. На любой вкус и цвет. Но я возьму радужный бейгл, он здесь самый популярный. Who celebrities was here? Oh, well, we've had Kim Kardashian, Jonathan Shaven, The Real Housewives. Oh my Adriana God. Lima, though. She's the head Victoria's Secret angel right now. Это модель из Victoria's Secret тоже ест вот эти бейглы. Yeah. Thank you, thank you. Что же оно такое, этот бейгл? Этот радужный бейгл больше похож на огромный леденец или жвачку, но не на выпечку. Что это? Пахнет каким-то сыром. Сыр я люблю. Ой, я не знаю, мне его жалко есть. Такой красивый. Можно было бы вот так вот. Хоп. Так, главное, чтобы у меня зубы потом не были разноцветными. Потому что, зараза, сейчас так дорого с этими зубами. Вот эта начинка, это
Какой легкий сыр Филадельфия. Сладкий. Бейгл сладкий, очень сладкий. Друзья, если обсуждать тему ГМО, то вот это вот его голова. Крестный отец ГМО. Да, теперь я понимаю, почему у Ким Кардашьян такие огромные 2 бейгла сзади. И спереди. Все, он уже засох. Уже не жуется. Ешьте в тепле, потому что если холодно, он засыхает мгновенно. Хотя можно его вернуть, это же Америка, страна возврата. В Нью-Йорке изобретен самый дорогой бургер в мире. Стоит он ни много ни мало $666. Изобрел его человек, который всю жизнь посвятил поиску рецепта самого идеального бургера на земле – Франц Аликуа. Сам он называет свое творение бургером мудака. Ну, потому что только мудак будет покупать бургер за $666. Бургер 666 готовится из рубленой говядины Кобе, фуагра, сыра грюйер, лобстеров и черной икры. По доброй миллионерской традиции оборачивается в золото, затем обжаривается в шампанском и зажимается между 2 булками. Несомненно, чувствуются все ингредиенты по отдельности. Лобстер, мраморное мясо, икра. Но когда попробуешь все эти деликатесы вместе, кажется, что ешь объедки с королевского стола, смешанные в одном ведре. На бургер, кстати, вообще не похоже. Какой запах! Продаются елки. Новый год. Вот интересно, сколько стоит елка в Нью-Йорке? Ценовая политика тут такая. За маленькую елочку или веночек $25. Большая красавица потянет аж на 300. Но есть и вот такие несчастья. Всего за $5. Thank you. Thank you. Happy New Year and Merry Christmas. Merry Christmas. Сегодня у нас праздничная программа, и бутылка будет абсолютно праздничная. В ней будет $100 от программы «Орел и решка» и $100 лично от меня. Итого 200. Чтобы найти $200 в Нью-Йорке, придется хорошенько потрудиться. Поезжайте в Центральный парк и попытайтесь там найти вот этот деревянный мостик. Он там один такой. Возле него в камнях и спрятана бутылка. Наверное, ни один город мира так не умеет наряжаться к празднику, как Нью-Йорк.
У предновогоднего Нью-Йорка есть давняя и очень красивая традиция. Самые дорогие магазины города начинают соревнования по украшению своих витрин. Прянички, прянички, смотрите, какие большие. Ручками машут, держат домик свой. Вау! А здесь, посмотрите, кондитерская фабрика самого Санта-Клауса. Это, наверное, все эти тортики эльфы делают. Для оформления витрин магазины нанимают лучших дизайнеров и бродвейских декораторов. И все, чтобы не ударить в грязь перед конкурентами. По-моему, в новогодние праздники все стразовые заводы Нью-Йорка работают в 3 смены. Без выходных. Каждый год открытие витрины похоже на премьеру модного показа. Все горожане гадают, что же на этот раз выдумает магазин Бергдорф Гутман? И что ему ответит Мейсис? И смогут ли они перещеголять магазин Сакс? Люди ходят от одного магазина к другому и как будто путешествуют из сказки в сказку. Посмотрите, какие красивые витрины. Все сияет, все блестит. Такое предновогоднее настроение. Этот магазин дорогущий. Жалко, что я не могу в него зайти. А толку туда заходить? Сейчас зайду, расстроюсь, расплачусь. Да. Фешенебельные витрины скрывают роскошные магазины для миллионеров. И пока обычно народ пялится на красоту, миллионеры выбирают себе новогодние подарки. Алан! Аланчик! О, пошел, пошел, богач! Давайте вместе с вами посмотрим, как выглядит магазин, в котором затариваются на Новый год местные миллионеры. Здесь продается косметика для миллионеров, подарки для миллионеров, классный пледик, кашемир, $345. Новогодние аксессуары для миллионеров, скатерть под елку, $560. Чудная, полезная, а главное, вечная вещь. А также всякие домашние безделушки для миллионеров. Эрме, друзья, $450. А вот это поменьше стоит $350. И, разумеется, одежда для миллионеров. Сегодня в городе события чрезвычайной важности. Зажигают главную рождественскую елку страны. Миллионы американцев смотрят на это событие по телевизору. Тысячи людей хотят попасть к елке и своими глазами увидеть сказочный момент. Но не тут-то было. В городе приняли беспрецедентные меры безопасности. Полиция оцепила несколько кварталов. Люди в штатском задерживают подозреваемых. Ох, в общем, дурдом. Что творится в городе? Что происходит? Все какие-то взволнованные, куча машин от полицейских стоит. Перекрыли все, перекрыли улицы.
I want to watch the Christmas tree. I understand. You're just going to go down to 7th Avenue? Please. Yes. It's right there. Все подходы к елке перекрыты. Дайте мне пройти в серединку, чтобы увидеть хоть немножечко этой елки. Толпа зевак может видеть елку только через небольшой просвет между домами с противоположной улицы. За оцепление пускают только избранных. Ой, посмотрите, что творится. Что творится? Чтобы увидеть елку, надо получить VIP-приглашение. А у меня его нет, и у этих людей тоже. Поэтому мы стоим за 2 квартала вот тут вот в тесноте, чтобы краем глаза увидеть хоть немножечко верхушки. Это что-то ужасное. Все так нервничают. You can't stop here. But we want to see the Christmas All right, tree. somewhere else. You can't stop here. People want to walk. Боже, сколько усилий, чтобы увидеть, как загорится рождественская елка в Нью-Йорке. Считанные секунды остаются. Сейчас уже это произойдет. Главная елка Нью-Йорка. И это все? Раз, два, три, елочка, гори, и все? Люди стоят и не могут поверить своим глазам, что ради этих 5 секунд они 4 часа мокли под дождем. В общем, мой вам совет. Посмотрите торжество в интернете. Ничего не потеряете. Самое распиаренное новогоднее событие в Нью-Йорке оказалось не самым интересным. Ну и что? Здесь приятно просто быть в центре этой праздничной суматохи. Смотреть, как зажигаются витрины. Вау! Прянички, прянички, смотрите, какие большие. Знаете, я бы тоже с удовольствием провел эти 2 дня, как Леся. Но вместо этого я ездил на свадебном лимузине и давился безвкусным золотом. Вот эта вся фигня, непонятно зачем здесь присобачено. Все-таки, чтобы почувствовать приближение Нового года в Нью-Йорке, достаточно просто выйти на улицу. Фешенебельные витрины скрывают роскошные магазины для миллионеров. Посмотрели? Пошли на поезд. Вместе с Санта я повторю свой сон. Вау! Красота. Новый год в окно уже стучится. Настоящее детство. Happy New Year and Merry Christmas. Вечная вещь. Нью-Йорк. Здрасте! О, Ну привет! что, моя девочка, ты нашла свое нью-йоркское чудо? Да, только что оно подошло, хоть сама не замерзну. Какое чудо, Алан! Намерзлась, как собака в этом костюме Санта-Клауса в центре Нью-Йорка. Пхалась, толкалась среди людей. Ой, ты знаешь, вроде бы Новый год, а настроения никакого нет. Вот никакого. Пара-пара. Уй, на! Вот тебе моя Снегурочка, елочка. Елку притарабанил. Это, конечно, хорошо. Лучше бы ты мне золотую карточку притарабанил. Друзья, золотых карточек всем. Елок всем. Счастья. Здоровья. С Новым годом! И самое главное, лично от себя хочу пожелать каждому из нас, каждому дому мира. О, подожди, я тебе забыла елочку подарить. Мне? Тоже, да? Вот. Это что? Это мне подарочек? Да, от всей души. Правда, я так да? старалась, это же один... Алан! Алан!
Помогите же елку донести!